Компания Kawasaki сейчас продает всем известную и весьма популярную ретро-модель Kawasaki W800, которая имеет британские корни. Сегодня мы узнаем, откуда у японцев вообще взялся этот мотоцикл и проследим историю его развития. Для этого вернемся в прошлое, а именно в 60-й год, когда компания Kawasaki строила еще самолеты и только начинала вникать в мотоциклетную тему. Помимо своих начальных разработок малокубатурных двигателей, Kawasaki решили приобрести долю в мотоциклетной компании Migura, которая на тот момент испытывала финансовые проблемы. Migura уже получила лицензию на производство 500-кубовой модели британского мотоцикла BSA A7, а инвестиции Kawasaki позволили Migura выпустить свою копию A7 под названием Migura K. Здесь четырехтактный двухцилиндровый двигатель выдавал всего 30 лошадиных сил и имел дикую вибрацию. В 1963 году Migura была уже полностью поглощена корпорацией Kawasaki, которая сохранила лицензию соглашения с BSA и продолжила выпускать модели K. Но из-за проблем со смазкой Kawasaki модифицировала двигатель, и уже новая модель под названием Kawasaki K2 поступила в продажу в 1965 году с улучшенными подшипниками коленчатого вала и масляным насосом большего размера. Японцы сразу же отправили эту модель в США на испытания, однако мотоцикл был забракован из-за низкой мощности. Тогда, в 1966 году, Kawasaki выпускает первую модель будущей серии Kawasaki W1. Двигатель был увеличен до 624 кубических сантиметров и выдавал уже 50 лошадиных сил и 55 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 181 кг. Бак вмещал 15 литров топлива. Однако в США мотоцикл все равно не пошел, а вот в самой Японии он был хорошо принят и прославился своим уникальным звуком и индивидуальным стилем. В 1968 году мотоцикл получил рестайлинг, и компания выкатила Kawasaki W2 SS. Немного изменился внешний вид. Появилось два 28-мм карбюратора Mikuni, благодаря чему мощность увеличилась до 53 лошадиных сил. Также появилась версия TT, которая отличалась высоко задранными выхлопными трубами с левой стороны. Последним мотоциклом тогдашней серии стал Kawasaki W3, который появился в продаже в 1973 году. Мотоцикл стал уходить от британского стиля, двигатель остался без изменения, а модернизация коснулась лишь подвесок и тормозов, которые получили два диска спереди с однопоршневыми суппортами. Однако мотоцикл был снят с производства уже в 1974 году. Вспомнили про эту серию и решили возродить только в 1999 году. Так на свет появилась ретро-модель Kawasaki W650. Внешний мотоцикл отсылал к родоначальникам серии, однако он уже имел электростартер и современные передние тормоза. Это один 300-мм диск с двухпоршневым суппортом. Двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения увеличил свой объем до 675 кубических сантиметров. Однако мощность осталась той же. Это 50 лошадиных сил и 55 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 212 кг. Бак вмещает те же 15 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 5 с небольшим секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Коробка передач стала пятиступенчатой. Kawasaki W650 был снят с производства в 2008 году.
В 2006 компания выпускает для своего рынка младшую версию Kawasaki W400. Здесь рядная 399-кубовая двойка выдает 29 лошадиных сил и 29 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 209 кг, максимальная скорость 140 км в час. Как и старшая модель, W400 был снят с производства в 2008 году из-за выхода новых экологических норм выбросов. В 2011 году компания Kawasaki выкатила новую модель W800, которая внешне от W650 практически ничем не отличается. Однако двухцилиндровый двигатель увеличил свой объем до 773 кубических сантиметров и получил впрыск топлива, чтобы уложиться в новые экологические нормы. Мощность составляет 48 лошадиных сил и 60 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 227 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 5 секунд, максимальная скорость 170 км в час, расход топлива 4,7 литра на 100 км, бак вмещает 15 литров топлива. С 2012 года стала предлагаться и версия Cafe Racer с передним обтекателем и клипонами вместо руля. В 2017 году была представлена и малокубатурная одноцилиндровая версия Kawasaki W250. Однако это оказалась переименованная Estrella 250, которая производилась с 1992 по 2017 год. Здесь 249-кубовая одностволка воздушного охлаждения выдает 18 лошадиных сил и столько же ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 121 кг, бак вмещает 13 литров топлива, максимальная скорость 130 км в час. В 2021 году компания Kawasaki решила возродить марку Megura, выпустив параллельно с W800 модель Megura K3, которая построена на базе обычной версии W800, но с более эксклюзивным японским ретро-стилем мотоциклов марки Megura. Здесь мощность, как и на W800 этого года, выросла до 52 лошадиных сил и 62 ньютон-метров крутящего момента. Kawasaki Megura K3 выпускается только для японского рынка и продается по цене в 1 миллион 397 тысяч йен, это $9800, а базовый W800 стоит куда дешевле, 1 миллион 232 тысячи йен, это примерно $8700.